Добрый день, друзья! Итак, сегодня вторая часть наших обучающих видео по восстановлению руки, а в частности восстановлению движений в кисти и в пальцах. Прям вот от и до. Соответственно, мы разбираем и спастику, и разбираем плегию. И в прошлом видео мы разбирали подготовку руки к выполнению упражнений. Если коротко, то руку надо растянуть, задать полную возможную амплитуду для суставов кисти, для лучезапястного сустава и суставов пальцев. Соответственно, это видео вы можете посмотреть в плейлисте или просто найти на моем канале или перейти по подсказке. Соответственно, сегодня мы начинаем разговаривать об упражнениях. Упражнений будет достаточно много. Сегодня будут упражнения без каких-либо предметов. То есть нам понадобится только наша пораженная рука и наша здоровая рука. Ну и, разумеется, терпение. Давайте начинать. Итак, как обычно, мы начинаем с плегии, с вялого пареза, с отсутствия движений. Руку мы подготовили, суставчики размяли. И теперь мы говорим о движениях. Если движений нет совсем ни в кисти, ни в пальцах, то, соответственно, начинаем мы всегда с пассивных движений. То есть мы собираем пальцы в кулак, мы разжимаем пальцы полностью. Мы собираем в кулак, мы разжимаем полностью. Отдельно мы работаем большим пальцем. Будьте внимательны, друзья. У нас большой палец и прижимается, и противопоставляется. То есть это наш основной хват, вот такой. Поэтому мы должны работать как в этой плоскости, так и противопоставлять большой палец. Обязательно пассивные движения, они должны быть. Количество пассивных движений, количество повторений в каждом упражнении не менее 50. Друзья мои, пассивно, если нет напряжения совсем, то 50 раз. Значит, небольшой такой маленький момент. Я уже много раз говорил в разных видео, что мы делаем движение не только на уровне двигательного навыка, но и на уровне некоторых ощущений наших, то есть такая мышечная память. И как-то у нас складываются некие ощущения на то или иное движение. Соответственно, для того, чтобы всколыхнуть эти ощущения, поработайте здоровой рукой именно с напряжением. То есть попробуйте пальцы сжать сильно в кулак, почувствовать, посмотреть, где у вас напрягается. Попробуйте максимально разжать, растопырить, то есть почувствуйте это ощущение в кисти, в пальцах, в ладонной поверхности. То есть вот эти все движения. Также работаем с лучезапястным суставом. Максимально согнуть в лучезапястном суставе, максимально разогнуть, то есть до жжения, почувствовать работу мышц. И эти ощущения надо пробовать переносить на парализованную конечность, то есть попытаться их воспроизвести. Итак, поработали пассивно с пальцами, пожимали, поразжимали. Поработали с большим пальцем, поприжимали, попротивопоставляли его. Далее. Работаем с лучезапястным суставом. Здесь обычно удобнее собрать руку в кулак, пораженную руку в кулак. Схватили кулачок и начинаем сгибать и разгибать. Опять же, здесь все в рамках разумного. Не надо там дугой заворачивать свою руку до хруста. Нет. Посгибали, поразгибали. Также пассивные движения от 50 повторений мы это все делаем с вами.
обязательно повращали руку в лучелоктевом суставе. То есть вот можно вот таким образом положить руку и просто за большой палец разворачивать руку и разворачивать обратно. Эти движения тоже обязательно нужно делать, нельзя забывать, потому что очень часто ротация именно в лучелоктевом суставе, ну, во-первых, формируются контрактуры, потому что забывают про это движение, а во-вторых, очень часто положение кисти вот в том или ином ротационном состоянии может дать движение те или иные. То есть, если у вас будет зажата рука, это дополнительный, скажем так, сбивающий фактор к восстановлению движений. Поэтому здесь работаем и с лучелоктевым суставом пассивно тоже обязательно. Обязательно. Далее. Такие не активно-пассивные движения, а косвенное воздействие на движение пальцами за счет сгибателей и разгибателей. Это мы пробовали в первом видео в плане разминки, но здесь к этому можно также вернуться. Но вернуться чуть-чуть в другом разрезе. То есть кладете руку, пальчики разжаты. Здоровой рукой пробуем сжимать, искать тот уровень сгибателей, на которых пальцы у вас начнут сгибаться. То есть нажали, отпустили. Нажали, отпустили. То есть смотрим на это обязательно. И помимо того, что смотрим, пытаемся прочувствовать вот эти движения, вот эти ощущения. Очень важна вот эта чувствительная сфера, когда вы начинаете цепляться за ощущения и воспроизводить их в дальнейшем. Поэтому работаем вот таким образом. Сжали, разжали. Сжали, разжали. Ищем разгибатели. Вот, снаружи. Снаружи. Пытаемся цеплять. Вот я сжал и отпустил. Вот я вам честно говорю, рука у меня полностью расслаблена. То есть она движений не совершает. Также, чтобы больше визуализировать этот процесс, вы можете взять любой из валиков и как бы провесить кисть. И после этого пробовать уже как-то сжимать. Опять же, обратите внимание, вы нашли вот этот разгибатель, вы на него нажали и держите, придерживаете. То есть он продолжает за счет компрессии, он продолжает чуть-чуть набирать тонус. И вот смотрите, я сейчас сжал, держу. И у меня вот они по чуть-чуть, вот эти движения, они идут, то есть он продолжает собираться. Разгибатели продолжают собираться и визуализируют вам вот это движение. Через какое-то время попробовали сначала вот таким воздействием, а потом пробуем работать активно-пассивно. То есть сжали и пробуем вот поднять, пробуем сконцентрировать свое внимание вот на этой мышце, где-то пальцами поиграть, вот, чтобы почувствовать вот здесь напряжение, и пробуем уже поднимать. Значит, в любом случае, если даже минимальные движения, так скажем, вы видите, их надо тут же хватать и тут же закреплять. То есть мы поработали пассивно, мы поработали косвенно, воздействуя на сгибатели и разгибатели. Теперь берем любое возвышение, кладем руку и пробуем поднять кисть. Можно постучать по разгибателям, стонизировать их. Пробуем, опять же, поднять. Работаем с кистью. Не пытайтесь сделать сразу два движения при отсутствии вообще каких-либо движений. То есть не пытайтесь там поднять и разжать пальцы. Нет. Сконцентрируйтесь на чем-то одном. В данном случае, если мы работаем с возвышения, значит мы работаем над лучезапястным суставом, а точнее тыльным его разгибанием. Вот. То есть вот таким образом и пробуем как-то напрячь руку и приподнять.
Даже если чуть шевельнется, не обязательно, что у вас вот сразу поднимется вот в полную амплитуду. Шевельнулось чуть-чуть, здорово, схватили это движение и работаем в этой амплитуде. То есть раз и расслабились, раз и расслабились, раз и расслабились. И каждый раз движение за движением, день за днем она потихоньку начнет подниматься все выше и выше. Что касается сгибания. Здесь, по большому счету, мы работаем с пальцами и работаим с лучезапястным суставом. Но вот из этого положения, например, более естественно сжать пальцы для обычного человека, чем поднять кисть, ладонь на себя. Поэтому здесь мы начинаем все-таки с попыток сжать пальцы. Смотрим, пытаемся, никаких движений. Прихватили, подержали, почувствовали, отпустили. Попробовали еще раз вот на себя пальцы. Смотрите, еще помимо всего прочего, есть такой момент у нас, что когда мы сжимаем крепко пальцы, у нас ладонные мышцы, они тоже собираются, вот это движение делают, вот такое. То есть попробуйте также спровоцировать вот область ладони. То есть если никаких движений в пальцах нет, визуально, попробуйте потянуться, грубо говоря, большим пальцем к мизинцу и мизинцем к большому пальцу. То есть собрать ладошку, вот это напряжение сделать. Вот это. Оно сложное, но нам нужны ощущения. И за ощущениями у нас, на уровне ощущений у нас потом будет формироваться движение. Поэтому пробуем вот потянуть. Можно упереть здоровую руку, не дать сдвигаться локтю назад и пробовать тянуть локоть назад, то есть вот это движение делать, как бы захват и притягивание к себе чего-то гипотетического. Но так как вы отключаете локоть, не даете ему сдвинуться назад, пробуйте и дальше до пальцев, на пальцы перетягивайте вот это движение. Опять же, увидели маленькую амплитуду, пусть короткая, пусть вот такое движение. Все. В этой амплитуде начинаем работать. Запоминаем те условия, в которых это получилось. Рука может лежать так. Рука может лежать так. Рука может стоять на ребре ладони. Как угодно. То есть надо пробовать разные локации для руки. И в каком-то из этих движений, положений вполне возможно сработает это движение пальцами. Сработает. Поэтому очень часто, к сожалению, у меня пациенты, приезжаешь на осмотр, смотришь, нет никаких движений. А как вы делаете? Ну, вот так вот мы руку кладем и пробуем, но нет никаких движений. Начинаешь так крутить, так крутить, так крутить. Положил руку, хлоп, и движения пошли. То есть за счет положения лучелоктевого сустава более комфортное выполнение, индивидуальное, более комфортное движение для человека. Самое главное поймать самое выгодное положение и увидеть движение. А после этого уже можно потихонечку, развив более-менее это движение, уже выводить руку в разные другие исходные положения. Возвращаемся к разжиманию пальцев, к разгибанию пальцев. Значит, в случае плегии, многие пытаются положить руку с прямыми пальцами и пробуют поднимать пальцы. Это изначально сложное движение. Не специфическое в нашей обычной жизни. То есть мы же не делаем так постоянно, да? А что мы делаем обычно? Мы разжимаем пальцы. Это более естественное движение. Поэтому собрали кулачок, сложили его, и из этого положения пробуем вытащить пальцы. Вытащить пальцы именно из кулака. Пусть это будет короткое движение, но оно будет. Понимаете? Опять же, разная локация руки. Вот так можно положить. Попробовать. Можно поставить на ребро ладони, сложить и пробовать расслабленные пальцы выпрямить. Пусть вот из такого положения, пусть легкое движение. Но вот надо любое движение вытащить, любую амплитуду.
хотя бы маленький импульс, и все, и вот его пропихивать очень настойчиво, и за счет этого начнет формироваться более серьезная амплитуда движений. Вот. Помимо всего прочего, на разгибание пальцев. Смотрите, можно поработать из положения чуть-чуть провисшей руки. Вы можете придерживать руку, чуть-чуть дать провисание в лучезапястном суставе и пробовать дальше разжать пальцы. То есть можно делать такое активно-пассивное движение. То есть смотрите, когда я опускаю кисть, пальцы автоматически разжимаются. Натягиваются у нас разгибатели, и пальцы разжимаются. Ну, это, конечно, некий такой фокус, но нам надо как-то визуализировать это движение. Поэтому приподняли кисть, опустили кисть, пальцы более-менее разжались. Приподняли и опустили. Все, увидели это движение, и теперь пробуем на этом движении при опускании кисти вот больше разжать пальцы. Опять же, на ощущениях, на воспоминаниях. Может пробовать не разжимать, а растопырить кому-то помогает пальцы. Вот так сделать, понимаете? То есть вариантов на самом деле много. То есть здесь надо работать с рукой, крутить руку и так и сяк, пробовать всевозможные варианты, увидеть какое-то движение, зацепиться и его начинать развивать. Но алгоритм, мы идем в хронологическом порядке занятия. То есть у нас разминка, подготовка руки, это первое видео. Дальше у нас пассивные движения непосредственно в суставах. Дальше у нас косвенное воздействие на движения за счет компрессии сгибателей и разгибателей. Дальше у нас уже попытка совершить активные движения. То есть мы постепенно наращиваем сложность выполнения упражнения. Постепенно. От одного к другому. То есть мы готовим проводящие пути, мы готовим свои ощущения к выполнению того или иного движения. Обратите внимание, многие спортсмены, например, перед сложным стартом, вот особенно в легкой атлетике, прыгуны, да, в высоту, они стоят, вы можете увидеть, они стоят и вот губами проговаривают, что-то там рукой жестикулируют. То есть они у себя в памяти, в сознании, они воспроизводят те движения, которые они планируют сделать. Здесь то же самое. Понять, вспомнить и сделать. Вот таким образом. Последнее это сгибание руки в лучезапястном суставе. Самое сложное и самое неудобное, понимаете? То есть как-то вот подобрать движение, не вот так поднимать, непривычно, да? Поэтому у нас фактически остается несколько вариантов. Это либо рука на ребре ладони лежит, и вы пытаетесь сдвинуть, вы пытаетесь согнуть руку в лучезапястном суставе. Опять же, неважно, так она лежит, вы делаете, либо так она лежит, вы делаете, то есть либо так она лежит. То есть любой, даже маленький угол может спровоцировать движение. Маленький, индивидуально выгодный для вас угол, вот так скажем. То есть пробовать. Или второй вариант, это поставили ручку, ладошку в ладошку уперли пальчиками прям, и пробуем сначала поддаваться здоровой рукой и визуализировать вот это движение, сгибание. Потом пробовать больной рукой, пораженной рукой, надавить на здоровую и согнуть руку. Вот это движение пробуем сделать. Вот таким образом. То есть уже здесь я уступаю здоровой рукой весу пораженной конечности, а здесь наоборот не то, что сопротивляюсь, придерживаю просто руку и пытаюсь надавить пораженной рукой пальцами на здоровую руку. То есть здесь еще опять же любое давление, даже минимальное, ваши подушечки, подкожные рецепторы здоровой руки, они считают.
То есть раз, чуть придавили. И вот уже информация пошла, и вы поняли, что движение появляется. И его развиваем. Вот. Это вариант при вялом парезе, при плегии без предметов. В следующем видео мы будем брать предметы, будем пробовать и так далее и тому подобное. То есть пока мы не разберем эту тему максимально, чтобы вот ни одного вопроса не осталось, будем работать в эту сторону. Теперь давайте поговорим о спастике, о парезе. Здесь чуть-чуть другая картина, она более сложная, поэтому более подробно на этом остановимся. Итак, опять же, подготовили руку. Растянули сгибатели, растянули пальцы. Все замечательно. Рука более-менее расслаблена. То есть она может лежать вот так. Но, друзья мои, спастика такая штука, что при любой провокации, вот дернулись вы, она раз и зажалась. Чихнули, она зажалась, да. Что-то попытались сделать, попытались разжать, а они сжимаются. Это сложная ситуация, поэтому здесь надо набираться терпения. Мы, опять же, начинаем так же, как и при плегии. Начинаем с пассивных движений. То есть мы продолжаем растягивать. Руку поработать, ладошкой потянуть. Сгибатели именно. Собрать кулачок. Поработать вперед-назад, поработать в стороны, по кругу, как угодно, любые движения, ротацию обязательно. То есть здесь при спастике это очень важно. Лучелоктевой сустав, работа с ротацией. То есть полностью большой палец у нас здесь лежит ладонью вниз, и поворачивая мы его должны положить в обратную сторону ладонью вверх. Полная амплитуда должна быть. То есть надо максимально растянуть. Чем лучше вы растянете сгибатели, чем лучше вы проработаете пассивно суставы пальцев и кисти, тем легче, тем больший запас у вас будет на более-менее свободные движения. Значит, движение в пальцах. Очень многие очень часто мне, скажем так, хвалятся. Мы можем сжимать руку в кулак. Напыжился, посинел, стал сизый, весь напрягся и спастика свое дело сделала, зажала в кулак. Ребята, это не вы сжимаете кулак, это сжимает вам патология кулак, ваш повышенный мышечный тонус. Поэтому очень при спастике, особенно при спастике в сторону сгибателей, а это самое частое положение, сжали, согнули, прижали. Вот, мы здесь работаем на мышцы антагониста. Нам очень важно получить разжимание, нам важно получить подъем кисти, нам очень важно получить внешнюю ротацию ладонью вверх. Вот отталкиваемся вот от этих трех движений. Если их мы запустим, то очень велик у нас шанс с вами пустить в контролируемое движение сжимание и разжимание. А не просто схватил, а дальше приходится у жадной руки вырывать то, что схватил. Поэтому мы здесь работаем на разгибание. То есть мы даже не пытаемся провоцировать сжимание пальцев. То есть мы сразу начинаем с разжимания и с увеличенной желательной амплитудой. То есть валик, руку положили, кисть провесили. Ищем разгибатели, куда мы можем нажать и спровоцировать. Нашли, нажали. Придерживаем, увеличивая давление. Бросили. Опять нашли, нажали, увеличиваем давление, бросили. Попробовали дополнить это активным движением. Раз, пошло. Смотрите, особенность спастики. Раз поднялось, два чуть ниже, три еще ниже, четвертый потом раз и сгибатели зажались. Не пытайтесь продолжать движение. Пусть на раз, но раз подняли, зажало.
Все, набирайте терпения. Взяли, потянули, поработали, растянули пальчики, ладошку, сгибатели растянули, опять на возвышение и опять раз, и опять зажалось, затянуло. Ничего страшного. Опять убрали, опять пошли разгибать. Разгибать. Вот это ваша настойчивость. Каждый раз, смотрите, один, может быть 2 раза, а может быть и 3 раза должно получаться движение с максимальной амплитудой. Если вы повторяете движение с постепенно затухающей амплитудой, это будет записываться в головном мозге как неправильный двигательный стереотип. Понимаете? Поэтому пусть на раз, но правильно. Дальше пассивно тянем. Через какое-то время вы увидите, что у вас уже 2 раза получается. У вас уже 3 раза получается. У вас уже растет амплитуда и так далее. То есть набирайтесь терпения. Спастика требует, конечно, вот таких железных нервов по большому счету. И опять же, плюс в чем? Каждый раз, возвращаясь к пассивной разработке руки, растягиванию связок, вы уменьшаете этот тонус патологически. Вы его уменьшаете, и вы, соответственно, пролонгируете его появление после занятий. То есть он позже скует руку при большом количестве пассивных повторений. Поэтому и работа с движениями, и пассивная работа все оттягивает возвращение спастики в ее исходное положение. Поэтому делаем. Итак, поработали с подъемом. Замечательно. Дальше. Положили ладошку, потянули пальчики. Потянули пальчики. Растянули опять же сгибатели. Не забываем про большой палец. Расправили ладошку во все стороны. Вот ладонные мышцы, тоже их надо растягивать. Тоже все это проработали. Помяли. Промассировали. Каждый раз. Вот при спастике этого стесняться не надо. Это надо делать. Растянули все сгибатели, все предплечье, да, положили, пробуем, раз, собрали кулак, пассивно собрали кулак, не пытайтесь, очень частая ошибка, все размяли, все здорово, сейчас будем разгибать, согнули, и все, она здесь уже не отпустила, вам опять надо растягивать, поэтому растянули, пассивно, не прикладывая никаких усилий, максимально расслабив руку, собрали кулачок, положили. И опять же на раз пробуем разжать пальцы. Смотрите, импульс, если он идет, то он идет очень медленно, ну скажем так, спотыкаясь и где-то останавливаясь. Поэтому если мы хотим визуализировать какое-то движение, вы должны собраться с мыслями и в голове себе понять, что вы хотите сделать максимально быстрое, максимально резкое, такое, прям вот в долю секунды выпрямить должны. Вы это в голове себе понимаете. Но в итоге, что вы увидите? Вы собрались, сложили пассивно пальчики, все вот, подготовились, попробовали этой рукой здоровой выстрелить пару раз, да, и пробуем здесь. И раз, и мы увидели вот это. Или же мы увидели вот это плавное выползание. Но мы это уже увидели. Понимаете? То есть мы уже протолкнули импульс. Пусть мы хотели, чтобы он пробежал быстро, а он идет медленно, но это уже движение. Опять же, с пальцами. Очень частая ошибка. Пытаются, начинают разжимать, движение пошло, и дальше они пишут, и рука начинает обратно сжиматься. Тут же останавливаете напряжение. Тут же. То есть вы пошли, вы глазами смотрите, пошло разжимание. И только она дернулась обратно, все, тут же расслабились, выключили руку. И вернулись к пассивной разработке. К пассивной разработке вернулись. Потянули, помяли, собрали, положили. И опять размятая рука, собранная пассивно. И опять пробуем. Пошли. Раз, только дернулась. Вот обратно. Или остановилось движение. Или вы чувствуете, что она начинает вот собираться, закрепощаться изнутри. Все, тут же остановили движение
И опять начинаем растягивать. Опять начинаем растягивать. То есть вот таким образом потянуть. Так, локоточки, если получается. Также, как и с плегией, нам важны разные положения. То есть надо искать. Так не получается разжать пальцы. Пробуем руку положить вот так. Пробуем разжать пальцы. Пробуем, может быть, положить на ребро ладони. Пробуем разжать пальцы. Опять же, вот аккуратней, друзья мои, с тем, чтобы удерживать руку, хватать ее за сгибатели. Очень часто пробуют искать положение, вроде рука размята, растянута, все, растянули, собрали кулачок. Ну, думают, как бы нам, собственно, какое положение еще подобрать. Давай развернем. Развернули и схватили за сгибатели. И уже набрали тонус. Уже вот здесь разжать не получается. Понимаете? Поэтому как бы вот надо пробовать. И очень важно при спастике, опять же, не пытаться кряхтеть вот до последнего, когда она уже вместо разжимания уходит в кулак, а люди все продолжают это движение делать. Нет. Только движение короткое. Все. Если чувствуете, остановилось, или, не дай бог, пошло обратно. Все. Останавливаем, тянем. Так тянем, так тянем. Как угодно надо растянуть, надо расслабить. Учимся расслаблять руку. То есть вот этот, учимся гасить этот импульс на спазмирование. Спазмирование тех мышц, которые нам противостоят нашему противоположному движению. То есть вот таким образом. Это вот такая следующая ступень работы с конечностью. Как с плегией, так и со спастикой. Давайте подведем такой короткий промежуточный итог. Скажем так, обозначим, на что нам вот на этой ступени надо обращать внимание. И при плегии, и при спастике надо учиться чувствовать, воспроизводить ощущения на будущее движение. Поэтому здоровая рука нам в помощь. Мы пытаемся сильно сделать, сильно разжать максимальные амплитуды и почувствовать, задержать в этих максимальных амплитудах и почувствовать, где у нас напряглось, где у нас начинает прям мышцу жечь, да. Вот эти ощущения переварили и попробовали спроецировать на пораженную конечность. Ощущения. Это первое. Второе. Не привязываемся к амплитуде активного движения. Она может быть вот такой. Она может быть только дернуться. Только или вообще на уровне чувствительности. Вы почувствовали, что чуть-чуть она как-то вот у вас приподнялась. Хватаем это ощущение и в этой амплитуде, в рамках этих ощущений начинаем работать. Как плегия, так и спастика. И спастика. Ни в коем случае не пыжимся до последнего. Даже на одно повторение движения и уход обратно в пассивную разработку, в пассивную растяжку, это уже результат, это уже плюс. День за днем у вас будет расти амплитуда, у вас будут крепнуть и формироваться в голове вот эти ощущения движения, и позже будет возвращаться спастика после занятий. Многие мне говорят, как нам бороться со спастикой? Вот так, друзья мои, и бороться. Нудно, скажем так, настойчиво, но вот так. Растягивать, растягивать, растягивать. Не давать спазму фиксировать руку в вынужденном патологическом положении. Всегда должны вы бороться с ним. Ваша болезнь пытается вас привести к этому положению. Вы заставляете руку находиться в правильном выгодном положении. И вот этот баланс кто кого переборет.
вы болезнь или болезнь вас. Надеюсь, что вы болезнь. Будьте более настойчивы, и результаты будут видны уже в ближайшее время. Итак, на сегодня большое видео получилось. Ну, скажем так, с абстракциями, с ощущениями всегда долго и необычно, и непонятно. Пробуйте, пишите, отписывайтесь, что получается, что не получается. В следующий раз будем уже следующая часть. Это какие-то предметы, это провокация движения, это больше упражнений, возвращаться к ощущениям я уже, наверное, не буду. Хотя, если надо будет, то вернемся. На сегодня, друзья мои, это все. Увидимся в следующих видео. Всего доброго и будьте здоровы!